Решили на зиму вот так укрыть розы. Подстригли их и засыпали землей рыхлой. Правильно это или нет, точно не знаю. Вчера пересадили малину. Вот такая красивая грядочка получается. Между старой и новой малиной затерялся куст смородины. Думаю, что надо его пересадить отсюда. Снял верхний слой земли с травой. Яму буду копать примерно 60 сантиметров в диаметре, сантиметров 80 глубиной. Плодородный слой буду собирать отдельно. Отдельно сложил верхний слой, который с травой, отдельно более-менее плодородный слой. На нашем участке ниже 25-30 сантиметров плодородного слоя начинается глина, которая запирает воду в верхних слоях. Поэтому все, что ниже плодородного слоя, глину, отдельно выбираю в тачку и буду вывозить. Для того, чтобы вместо глины яму наполнить дренирующим слоем. Таким образом я разделил слои. Верхний слой с травой, просто плодородный слой, и слой глины. Выкопал вот такую яму. Видно по слоям, вот где заканчивается плодородный слой, дальше идет глина, в самом низу начинается железняк. После железняка начинается песок. В самый низ, сантиметров 30, плотно набиваю травой сухой. Плотно. Ее очень важно утрамбовать хорошо, порубить, утрамбовать. Потом на траву сгребаю землю, которая с травой, верхний слой, для того, чтобы эта трава не проросла. Мелко все измельчаю, промежуточно утрамбовываю. Оставшийся плодородный слой перемешиваем с перегноем, засыпаем в яму и опять утрамбовываем. И с комком земли укладываю сюда смородину. И остаток плодородной земли присыпаю вокруг. Плотно, еще раз, послойно плотно утрамбовываю, потому что если не утрамбовать, то вся эта трава, которая внизу, она перегниет и яма просядет. Высыпаю остатки перегноя. После этого обильно заливаю водой. И так оставлю зимовать нашего питомца. И естественно, это видео не является инструкцией для садоводов. Просто я делюсь своим опытом и впечатлениями. Вот и весна. Наша питомица дает уже урожай. Видно, что яма не сильно просела из-за травы, потому что я ее очень туго набил. Всем мира и добра.